Здравствуйте, уважаемые друзья! Приветствую вас на канале Творяшки-вытворяшки и на канале Визаша. Меня зовут Наташа. Сегодняшнее видео я посвящаю вновь косыночке, которую предлагаю связать вам вместе со мной. Очень нежную, красивую, ажурную косыночку. Придумываю еще ей название, еще не придумала, но она очень нежная, как сама весна. Может быть, я и назову ее косыночка «Весна». Вот. Я говорила об этой косынке, когда вязала косыночку ландыши. Предыдущее мое видео про косыночки мы вязали вместе с вами, если кто-то видел. Если кто-то не видел, пожалуйста, ссылочка будет в описании. Проходите и посмотрите, как связать вот такую нежную, красивую косыночку ландыши. Ну а сегодня мы свяжем с вами вот косыночку «Весна», как я ее сейчас прямо придумала название. Очень красивая, очень. Посмотрите, пожалуйста, сейчас поближе сделаю. Вот такой красивый, ажурный рисунок. Вяжется очень-очень быстро, очень быстро. За несколько вечеров можно связать. Ну, а если есть в запасе день, то за день вы свяжете такую косыночку. Такую косыночку, конечно же, можно носить везде, где захотите. В том числе можно одевать и в церковь. Она очень красивая, на праздники. Вот, в общем, кругом вам ее повертела, показала. Ну и сейчас про нитки, какими я вязала, все вам расскажу и покажу. Вот так я положу перед вами. Нитки, посмотрите, вот такие нитки. Я вязала образец ландышей, косыночку из таких ниточек, вам показывала. Ярнард Арт Лайнен. Ну, вы видите сами название, чтобы не коверкать. В 50 граммах 175 метров. Здесь в составе идет лен, вискоза 55%, лен 45%. Очень красивый цвет. Немножечко присутствует такой небольшой блеск у этих ниток. Но это добавляет только изящества, только такого, ну, вот, она смотрится очень красиво из таких ниток. И так как рисунок, точнее схема вот этого рисунка, она такая воздушная очень, то, несмотря на то, что здесь в составе лен, то эти нитки под эту косыночку очень подходят. Вот я уже косыночку постирала, сделала ВТО, все высушила, блокировку сделала, и этот блеск не ушел. Он все равно такой ненавязчивый, очень нежный, все равно присутствует. Вот. Тянется она, ну так, скажем, не сильно тянется эта ниточка, только за счет того, что пружинит сам рисунок. Давайте померяем размер. Я вам скажу, сколько у меня пошло грамм. Так, вновь у меня косыночка большая. У меня большой размер головы. У меня 60 размер, плюс волосы объемные, поэтому я всегда вяжу побольше. Поэтому, если мне хватило одного моточка, то вам, если у вас размер меньше, хватит точно одного моточка. Так, ух, какой у меня получился 74 после ВТО, девочки. Вот, посмотрите, 74 сантиметра после ВТО. Плюс еще завязочки, поэтому можно, конечно, вам вязать поменьше размер, конечно. Ну, это уже каждый решает, да. Так, и глубина у меня получилась вот 30 сантиметров. Осталось у меня ниточек 7 грамм. Поэтому одного моточка пряжи, 50-граммовый моточек, вам хватит на такую прелесть. А если размер, например, на деточек связать, на девочек наших любимых, то и 2 косыночки можно связать с одного моточка. Сейчас покажу вам схему. Посмотрите, пожалуйста, вот схема.
Представлена перед вами косыночка связанная. И здесь, посмотрите, на этой косыночке есть обвязка. Я обвязку не делала. Вначале начала делать, потом мне не понравилось. Мне кажется, что она самодостаточна и обвязки не требует, эта косынка. Но вы, конечно, вольны делать, как вам больше нравится. Вот посмотрите схема. Делайте принтскрин. И я оставлю ссылочку в описании на эту схему. Вязала я крючком номер 3. Номер 3. Обычно крючок гамовский у меня. Номер 3. Эти нитки, они... Так... Очень хорошо вот троечкой. Она получается такая воздушная косыночка, пластичная, очень хорошая. Вот еще раз повторюсь, несмотря на то, что в составе лен, он как бы лен всегда, он такой, более такой дебелый, такой, как я называю это слово, такой придает изделию дебелости такой. То косынка, связанная вот крючком побольше, нет, никакой дебелости нет. Но еще хочу заметить, остановить ваше внимание на том, что в ниточках присутствуют такие вкрапления льна, да, ну, лен же он такой, так скажем, вот присутствуют такие вот вкрапления, и они немножечко такими небольшими темными пятнышками. Давайте еще раз сами ниточки покажу, вот посмотрите, посмотрите. Вы видите это? Такие, давайте еще ближе сделаю. Вот такие вот вкрапления, видите? Темненькие такие вот. Но в целом эта косыночку не портит. Если вас это останавливает, то, конечно, подбирайте свои нитки. Я вам показала, как смотрится косыночка из вот таких ниток. Стоят эти ниточки недорого. Я покупала просто в магазине, не на Валберес, а просто в магазине, потому что на Валберес продают по 3-5 штук. Поэтому я подбирала именно в самом магазине. Итак, приступим к вязанию косыночки. Итак, начинаем первый ряд. Первый ряд состоит у нас, начинаем 5 воздушных петель вяжем. Раз. Первую петелечку не затягивайте, вот так придерживайте. 2, 3, 4, 5. Накид на крючок и в первую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз столбик, сюда же 2, 2 воздушные, и сюда же еще 2 столбика с одним накидом. Раз, сюда же 2. Все провязываем в эту первую петелечку, в первый столбик точнее. Делаем 2 накида на крючок и сюда же провязываем столбик с 2 накидами. Раз, накид провязали, второй провязали и заканчиваем столбик. Подтягиваем наше колечко, точнее начальную петельку. Смотрим, что у нас получилось. Вот такое начало. Первый ряд готов. Сама схема состоит всего лишь из 2 рядов. Мы провяжем с вами какое-то энное количество рядочков, чтобы вы поняли, как увеличивается косыночка, как она идет на расширение. И дальше будете вязать самостоятельно. Второй ряд. Вяжем 4 воздушные. Раз, 2, 3, 4. Они заменяют нам столбик с 2 накидами. Далее 3 воздушные по рисунку. 3 воздушные. Поворачиваем вязание. И закрепляемся мы с вами в первый столбик. Вот у нас 2 столбика, да? Столбик 1 и столбик 2, который мы вязали в предыдущем. В первый столбик, в верхушечку, закрепляемся столбиком без накида. Закрепились. Делаем 3 воздушные. 1, 2, 3. Немножечко слоится ниточка. Так. Накид на крючок, ныряем под 2 воздушные петли предыдущего ряда и провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, и закрепляемся
в первый столбик. Вот столбик раз, столбик два. Вот в этот первый столбик, вот сюда, закрепляемся столбиком без накида. Провязали. Заканчиваем ряд. Делаем 3 воздушные. 2 накида на крючок. И находим с вами нашу 4-ю воздушную петлю. Вот начало нашего. Вот сюда, да? 4-я воздушная. Делаем столбик с 2 накидами. Провязали. Вот так выглядит наш второй ряд нашей косыночки. И теперь мы будем идти с вами на расширение. Всегда вот эту галочку, состоящую из 2 столбиков, 2 воздушных и 2 столбиков, которые мы вязали в первом ряду, мы будем все время провязывать в начале ряда, в конце ряда и посередине вот в этот вот столбик. Вот сюда будем провязывать галочку. И так постепенно идти на расширение. Очень простая схема, простая косыночка и очень быстро идет на расширение. Так, сейчас, минутку. Вяжем с вами 3-й ряд. Так, 3-й ряд у нас с вами состоит из 3 воздушных петель. 4. 1, 2, 3, 4, которые заменяют столбик с 2 накидами. Поворот. И теперь находим мы с вами вот начало нашего ряда, вот сюда, вот как мы вязали столбик, да, 3 воздушные, и вот сюда, вот сюда, в это начало будем провязывать нашу галочку, вот сюда, вот так. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, 2 воздушные петли, сюда же 2 столбика с накидом, провязали галочку, 2 столбика, 2 воздушные, 2 столбика. Никаких воздушных между галочками мы не вяжем. Вот в этом все время вот этот вот такой вот ряд, который будет состоять из галочек, все время вяжем только галочки. Вот в начале провязали и дальше по столбикам. Вот сюда в столбик предыдущего ряда, который мы вязали, вяжем тоже галочку. Не затягивайте, вяжите свободно, воздушно вяжите. Не надо ничего стягивать, ничего затягивать. Да, немножечко ниточка слоится, но ничего страшного. Я просто на камеру вяжу, девочки, поэтому простите, мне так плоховато видно на камеру, но... Так, 2 столбик, 2 воздушные. И сюда же еще 2 столбика с 1 накидом. Так, готово. И еще 1 галочку вот сюда, в самое начало. Мы ее будем провязывать там, где у нас было 3 воздушные. Вот они, 1, 2, 3. И вот в верхушку, вот сюда, будем провязывать вновь галочку. Накид на крючок, находим 3-ю вот эту петельку. Точнее, она первая. Мы сначала вязали 4 воздушные, которые заменяли столбик, а потом 3 воздушные. Помните по рисунку? Так вот, отсчитывайте с этого края. 1, 2, 3. И в 3-ю провязываете галочку. Столбик 1. Столбик 2. 2 воздушные. Столбик 1. И столбик 2. Галочку провязали. Теперь 2 накида на крючок и заканчиваем ряд. Я провязываю сюда же. Можете спуститься чуть-чуть ниже, вот сюда провязать. Можете сюда же провязать. Я провязываю сюда же. Столбик с 2 накидами. Все, ряд окончен. Вот так у нас получается. Посмотрите, мы начинали из 4 воздушных и сюда вязали галочку, да? Точно так же мы и закончили. 2 столбика с накидом и столбик с 2 накидами. Вот у нас и получается симметрично и ровно. 4-й ряд состоит из воздушных петелек
и столбиков с накидом. Столбики с накидом мы вяжем под арочки из 2 воздушных. Вот, поэтому в этом 4-м ряду у нас будет уже 3 столбика. Да? Вяжем 4 воздушные, которые заменяют нам столбик с накидом, 3 воздушные по рисунку, поворот. Не забываем закрепляться, вот первое, когда связали, не забываем закрепляться столбиком без накида в 1-й столбик, вот сюда. Закрепляемся столбиком без накида. Накид на крючок, 3 воздушные, 1, 2, 3, накид на крючок и вяжем столбик с 1 накидом по 2 воздушные предыдущего ряда. Столбик с накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3. Закрепляемся вот сюда, под, где вот у нас было соединение наших птичек, этих галочек, да, вот сюда под низ я вот так ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Соединились. 3 воздушные, накид на крючок, в следующую арочку из 2 воздушных предыдущего ряда провязываем столбик с накидом, 3 воздушные, вновь закрепляемся под между нашими галочками под низ, вот так. Вновь 3 воздушные, накид на крючок, под 2 воздушные вяжем столбик с 1 накидом, 3 воздушные, закрепляемся в 1-й столбик предыдущего ряда, который у нас был из галочек столбик 1, столбик 2, во 2-й закрепляемся столбиком без накида. Так, закрепились. И заканчиваем ряд. Вяжем 3 воздушные петли, 2 накида на крючок и либо сюда же, либо вот в нашей петелечке воздушная провязываем столбик с 2 накидами. Заканчиваем ряд. Вот посмотрите, что у нас получается. Вот так. Видите, какая она воздушная. Воздушный очень рисунок. Плюс крючок у нас 3. И получается очень воздушно, нежно, пластично. Ничего не стягивает нигде. По рисунку, по самой схеме, я думаю, что вам понятно. Да? Мы начали из 4 воздушных, которые заменяли нам столбик. Далее 3 воздушные закрепились и пошли. Все время здесь 3 воздушные, столбик под арочку, 3 воздушные, столбик и закрепляемся. Так? И закончили 3 воздушные, столбик с 2 накидами. Вот. Давайте еще провяжем несколько рядов. Закрепим, так скажем, то, что мы уже умеем вязать, и дальше будете вязать самостоятельно. Это у нас уже какой ряд по счету? Я уже сбилась, конечно, девочки, какой-то ряд. Но вы видите на экране, какой номер ряда. Так, дальше у нас идет с вами 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поворот. И вот сюда, в начало, где мы закреплялись. Так, что у нас тут было? Нет, в столбик, да? Столбик с 2 накидами. Вот он, да? В самое начало. Вот сюда. Вот сюда делаем накид на крючок. И вот сюда, вот в верхушечку столбика предыдущего ряда вяжем нашу галочку. Столбик 1. Столбик 2. 2 воздушные. И сюда же 2 столбика. Еще раз напомню, вяжите непринужденно. Не стягивайте ничего. Очень легко, ничего не стягивая. В этом ряду мы вяжем только наши галочки, которые состоят из 2 столбиков, 2 воздушных и 2 столбика. Вот. Никаких между ними воздушных петель мы с вами не вяжем. Так. Поэтому вот в начало провязали, чтобы наша косынка шла на расширение. И дальше мы двигаемся по столбикам, которые вязали в предыдущем ряду под арочку.
Вот наши столбики с одним накидом. Вот в эти верхушки мы провязываем наши галочки. Находим столбик, под него вяжем нашу галочку. Столбик 1, столбик 2, 2 воздушные. И сюда же вновь 2 столбика. 1, 2. Следующий столбик, это мы все пропускаем, ничего здесь не вяжем. Накид на крючок, следующий столбик нашли. И сюда же вновь вяжем столбик 1, столбик 2, 2 воздушные и 2 столбика с одним накидом сюда же. 1, 2. Следующий столбик находим, накид, верхушку столбика предыдущего ряда, вновь вяжем галочку. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика. Так, теперь находим третью, если с этой стороны считать 1, 2, 3, когда я говорила, вяжем 3 воздушные по рисунку, помните, было 4 воздушные петли, а потом 3 воздушные по рисунку. Мне удобно с этой стороны отсчитывать. 1, 2, 3. Накид на крючок и в третью, вводим крючок в третью воздушную и провязываем галочку. 1 столбик, 2, 2 воздушные петли, 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Провязали, заканчиваем ряд столбиком с 2 накидами. 2 накида на крючок и сюда же я провязываю столбик с 2 накидами. 1 накид провязала, 2, закончили ряд. Вот так. Давайте провяжем с вами еще один ряд, и на этом все. Вы сможете все время повторять, если вам что-то непонятно, вернуться. Внизу будет тайминг под видео, вы можете нажать и посмотреть любой ряд. Он вяжется одинаково, всего лишь 2 ряда. Только всего лишь запомнить, что мы все время вяжем в начало и в конец птичку, для того, чтобы идти на расширение. Все. Грубо говоря, мы расширяемся через ряд. Вот сейчас в следующем ряду мы на расширение не идем, мы делаем столбики для того, чтобы расшириться в следующем ряду. Давайте свяжем еще один ряд. Так, начинаем мы с вами из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, которые заменяют нам столбик с одним накидом. 3 воздушные по рисунку, поворот, закрепляемся в первый столбик, вот у нас столбик 1, столбик 2, вот в этот столбик первый, закрепляемся столбиком без накида, 3 воздушные петли, накид на крючок, в арочку из 2 воздушных предыдущего ряда вяжем столбик с накидом, далее вновь 3 воздушные, закрепляемся между нашими галочками предыдущего ряда, вводим крючок под низ, захватываем ниточку, закрепляемся столбиком без накида, 3 воздушные, накид на крючок, по 2 воздушные предыдущего ряда вяжем столбик с накидом, 3 воздушные, закрепляемся столбиком без накида, вновь 3 воздушные, под арочку столбик с накидом, 3 воздушные, закрепляемся под наши галочки вот сюда,
предыдущего ряда между галочками. 3 воздушные. Столбик по 2 воздушные предыдущего ряда с накидом. 3 воздушные. Закрепляемся. 3 воздушные. Столбик с накидом под 2 воздушные предыдущего ряда. 3 воздушные. Закрепляемся в первый столбик. И заканчиваем ряд. 3 воздушные петли. 2 накида на крючок. И провязываем столбик с 2 накидами. Вот можно вот сюда, либо сюда же, либо лучше вот в 4-ю воздушную предыдущего ряда, чтобы сторона у нас шла ровненько. Все, провязали. Вот, посмотрите. Тогда вот эта вот сторона, она идет ровненько у нас. И с этой стороны тоже идет ровненько. Вот так мы сделали нашу основу для наших галочек, для того, чтобы расширяться. И в следующем ряду вы провязываете 4 воздушные петли, поднимаетесь, поворачиваете вязание и вот сюда, в самое начало, вот в этот столбик, который провязали, и с 2 накидами в верхушечку, вот сюда, в верхушечку провязываете галочку. 2 столбика с 1 накидом, 2 воздушные, 2 столбика с 1 накидом. Вот это и есть расширение. А дальше никаких между этими галочками воздушных не вяжете, просто идете по столбикам. Вот сюда провязали, чтобы идти на расширение, и дальше по верхушкам столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И заканчиваете, вновь отсчитываете 1, 2, 3, и вот сюда, в 3-ю, да, если с этой стороны считать, вот сюда, вновь вяжете галочку. Все, вот на расширение вы это связали, серединку связали, и дальше вновь следующий ряд, основа для того, чтобы идти на расширение. Вновь воздушные петли и столбики с 1 накидом. Очень легкий узор, воздушный, нежный. Посмотрите, какой он нежный и воздушный. Посмотрите, пожалуйста, ну, в общем, мы связали с вами образец, да. Еще раз вам покажу саму косыночку. И покажу вам, что я никакой обвязки не делаю. Еще раз, вот, когда закончите вот этими галочками ряд, я так и оставила. Все. Никаких обвязок не делала, чтобы было здесь. Вот мне такое вот начало косыночки, когда она лежит на голове, с таким началом мне нравится, когда оно вот так. Вот. По бокам тоже достойно выглядит. Я говорю, я вначале начала вязать обвязку, и мне не понравилось. Мне не понравилось, поэтому я оставила вот так. Вполне хорошо, нормально смотрится. Итак, если же вам обвязка нужна, то в этой схеме, которую я вам представила, здесь там обвязка есть. Давайте я еще раз акцентирую ваше внимание на этом. Вот посмотрите, да? Вот обвязка здесь представлена. Если вам она нужна. И вот как выглядит край косыночки, вот так, если вам нравится. Мне нет. Мне больше нравится, когда больше воздуха. А больше воздуха, когда косынка не заключена вот в эти вот столбики, которые провязаны, вот вы видели на схеме. Мне так не нравится. Вот так вот мне нравится больше. Вот так. Все. Я думаю, вы меня поняли. Дальше ваша фантазия. Если захотите, вы свяжете. Я вам показала, как выглядит моя косыночка. Очень-очень нежно. Вот, посмотрите. Чудесно. Просто чудесно выглядит сама косыночка. Так. Не требует никаких здесь обвязок. В ней тогда больше воздуха. Но если какую-то ажурную вот здесь вот обвязку пустить, какой-то ажур, такой легкий ажур. Ну и, конечно же, завязочки, когда уже вы решите, что вы вяжете последний ряд, то здесь опять-таки ничего, да, сложного. Ну, давайте мы с вами на нашем образце, на всякий случай, для тех девочек, кто, может быть, вяжет первый раз,
Я покажу. Смотрите, да, вы провязали вот эту вот основу для следующего ряда, чтобы галочки вязать, и вы вяжете последний ряд. Последний ряд. Я делаю это так. Вяжу 4 воздушное, начало ряда наше. 4 воздушное. И дальше я вяжу столько воздушных, сколько мне надо для завязочек. Допустим, ну там иное количество провяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, допустим, да. Провязали, и назад я иду столбиками соединительными. Можете вязать столбиками без накида, можете соединительными. Вот вяжу 2, 3, 4, 5, 6. Чтобы тут у нас 4 осталось. 1, 2, 3, 4. Все, 6. Да, если я 7 провязала, все правильно, да, 4. Вот наши 4 столбика, которые заменяют нам столбик с 2 накидами. Так, теперь нам нужно провязать верхушку. Мы сделали поворот, и сюда вот верхушечку, нашу галочку мы вяжем. Все как обычно. Накид на крючок, и вот сюда вяжем нашу галочку. Столбик 1, столбик 2, 2 воздушные и 2 столбика. 1 и 2. Все, вот так вот у нас завязочка. Ну, вы потом, когда оно все выровняется аккуратненько, когда сделаете ВТО, вот, ну, вот представьте, что это наша завязочка длинная. Все, вот такое начало, завязочка. Дальше пошли вязать, вязать, вязать по столбикам. Провязываем, провязываем, провязываем наши галочки. Доходим сюда вот до конца. Вяжем нашу галочку в 3-ю воздушную петлю. Вот сюда на уголок, как обычно я вам показывала. Заканчиваем 2 столбиками. Столбиком с 2 накидами заканчиваем. И как только провязали столбик с 2 накидами, вяжете завязочку, воздушные петельки и возвращаетесь назад. Ниточку обрезаете и закрепляете иголочкой. Все. Вот только вот здесь запомнить, что сначала провязали воздушное, потом вяжете, идете на завязочку, и все, и у вас все будет аккуратно и хорошо выглядеть. Еще раз покажу вам на своей косыночке. Вот так оно будет выглядеть. Вот у меня тут уже ВТО сделано, видите, все ровненько. Завязочка, и пошли наши галочки. Провязали, провязали, все провязали. Вот, и в конце то же самое. Все довязали, провязали завязочку. Все, и все готово. Никаких обвязок здесь эта косынка не требует. Ой, да, правильно сказала, да? Никаких обвязок. Она очень самодостаточна, девочки. Очень самодостаточна, очень красиво и нежно смотрится. Вот, посмотрите, как она чудесно, нежно, красиво смотрится. Как вам еще ее показать? Чудо чудное. Такая простая схема, элементарно простая схема, и дает такой чудесный результат. Вот именно для таких ниток, которые не очень тонкие, можно сказать, нитки, но эта воздушность придает воздуха такого. Вот, причем лен, вискоза, природный состав очень, в ней никогда не будет жарко, и в то же время будет красиво смотреться на голове, и защита от ветра какая-никакая, и от солнца у вас будет обеспечена. Ну, плюс и на праздники, пожалуйста, можно и в церковь. Сейчас скоро Пасха у нас, можно такую красоту еще успеть связать. Вот. Вот такая красота, девочки. Все, показала, рассказала вам. Сейчас вот так ее повешу. Ой, какая красота, девочки. Очень красивая косыночка получается. Рекомендую вам такую косыночку связать. Вот. Рекомендацион. Рекомендую. Все. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Берегите себя, здоровья, счастья. Встречайте Пасху. Будьте счастливы. Мира всем желаю. И теплой весны, теплого лета. Творите, вытворяйте, вяжите. Творческого вам вдохновения. Всем пока-пока.